Берем 150 грамм грецких орехов, пересыпаем на сухую сковородку и отправляем на огонь. Жарим пару минут до золотистого цвета. Так орехи лучше раскрывают свой вкус и аромат. Пересыпаем в чашу блендера и измельчаем в мелкую крошку. Вместо грецких орехов можно использовать другие орехи, например, фундук или миндаль. Вот такая должна получиться у нас крошка. И отставляем ее в сторонку. В глубокую емкость разбиваем 5 крупных яиц. Всыпаем щепотку соли и миксером взбиваем около 1 минуты до пышной пены. Всыпаем 1 чайную ложку ванильного сахара, 180 грамм сахара и миксером взбиваем до пышной светлой массы. Если у вас миксер не мощный, то лучше взбейте по отдельности белки и желтки, а потом соедините аккуратно. В отдельной емкости соединяем 170 грамм муки, 50 грамм кукурузного крахмала, 1 чайную ложку разрыхлителя и все между собой перемешать. Просеиваем сухие ингредиенты через сито в 3 этапа и каждый раз аккуратно перемешиваем венчиком сверху вниз, чтобы у нас не было комочков и вся мука хорошо перемешалась. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный телеграм-канал и готовьте со мной разные вкусные рецепты. Новые видео там выходят каждый день. А если у вас возникают какие-либо вопросы, обязательно пишите, и я вам с радостью отвечу. Вот такое у нас должно получиться тесто. Высыпаем половину обжаренных грецких орехов и аккуратно уже перемешиваем лопаткой. Берем форму диаметром 22 сантиметра, можно использовать и 24 сантиметра. Дно застилаем пергаментной бумагой и выливаем подготовленное тесто. Бока мы ничем не смазываем. Лопаткой распределяем по всей форме и в центре делаем небольшое углубление. Также можно немного прокрутить форму. Отправляем в разогретую духовку до 170-180 градусов и выпекаем 30-40 минут. Готовность смотрите по своей духовке. Достаем форму из духовки и деревянной шпажкой проверяем на готовность. Шпажка должна быть сухой. Даем постоять бисквиту 10 минут в форме, после чего проходим аккуратно ножом по краям формы и достаем бисквит. Перекладываем на решетку и даем полностью остыть. В глубокую емкость выкладываем 1 банку вареной сгущенки и миксером перемешиваем до однородной гладкой массы. Добавляем 1 столовую ложку какао с горкой, обязательно просеиваем через сито. И ложкой перемешиваем до однородной гладкой массы. Вот такая получается шоколадная густая масса. В нее добавляем 500 грамм отвешенной сметаны и перемешиваем до однородной гладкой массы.
Крем готов. Вот такой он получается густым, хорошо держит форму и также держится на ложке. Снимаем остывший бисквит с решетки и срезаем верхушку торта. Она пойдет на украшение. Вот такой получается у нас мягкий ореховый бисквит. Остальную часть делим на 3 равные части. Если вы хотите, чтобы бисквит при разрезании не крошился, тогда оберните его в пищевую пленку и дайте постоять пару часов в холодильнике. Собираем торт. На блюдо выкладываем первую часть, сверху пару ложек крема и шпателем равномерно распределяем по всему бисквиту. Сверху накрываем вторым слоем и так проделываем до самого верха. Промазываем верх кремом и по возможности выравниваем шпателем. Также промазываем бока торта и отставляем торт в сторонку. Берем обрезанную верхушку, перекладываем в чашу блендера и измельчаем в мелкую крошку. Вот такая получается крошка. Пересыпаем ее в другую емкость. Высыпаем оставшиеся грецкие орехи и ложкой перемешиваем. Украшаем сначала бока торта. Также торт можно украсить полностью, но я решила немного еще посыпать края крошкой и оставить торт вот в таком вот виде. Торт я готовлю вечером, поэтому убираю его сразу в холодильник на ночь. Торт за ночь хорошо пропитался, а утром я его нарезала и подала к чаю. Торт очень легкий в приготовлении, поэтому обязательно попробуйте приготовить и напишите, что у вас получилось. А вам я желаю приятного аппетита!